Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний мастер-класс я записала по просьбе одной из моих подписчиц и с удовольствием делюсь им с вами. Мы будем вязать объемный 3D цветок с выразительной формой и красивой фактурой. Для работы я использую пряжу Картопо. Давайте вязать вместе. Намотку делаем на палец. Совершаем обороты вокруг него 7 раз. После чего рабочую нить придерживаем, а крючком заходим под намотку и забираем рабочую нить. Вытягиваем ее на другую сторону, вяжем воздушную, тем самым закрепляем намотку и снимаем с пальца. Вяжем в середину намотки, столбики без накида. Количество может быть совершенно разным, все зависит от пряжи, от крючка. У меня получилось 18. Кстати, четная цифра. Теперь надо ряд закончить. Обычно мы заканчиваем ряд очень логично. Последний столбик соединяем с первым соединительным столбиком. Но я буду прикрепляться не за 2 полупетли, как обычно, а только за одну. За ту петлю, которая ближе ко мне. Вставляю крючок в последнюю петлю, которую провязала, и в полупетлю от первого столбика и соединяю их вместе. Теперь провязываю петли подъема: 1 воздушная, 2, 3, 4, 5 и 6. Это петли подъема, это наш маленький лепесточек. Теперь я захожу в полупетлю, которая идет в этом ряду. Это дальние полупетли. Когда мы кружочек повернули, они стали дальними. И провязываю столбик без накида. Захожу в полупетлю и вяжу столбик без накида. Потом опять я провязываю 6 воздушных и захожу в следующую полупетлю и тоже провязываю столбик без накида. Получаются вот такие маленькие лепестки. Теперь, чтобы закончить этот ряд, я решила соединить не только провязанный ряд, а начать следующий. Вот это следующий ряд, это тот, который мы только что провязали. Я протягиваю туда рабочую нить и заканчиваю. И ряд закончила, и уже нахожусь на новом ряду вот этих полупетель. Теперь я снова провязываю воздушные: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваю, и у нас вот тут полупетли очень хорошо просматриваются. Мы будем вязать через одну полупетлю, и вязать мы будем столбики с одним накидом. Это арки. Опять воздушные: 1, 2 и 3. Накид на крючок. Одну полупетлю я пропускаю, а в следующую вяжу столбик с одним накидом. И так весь ряд до самого конца. 3 воздушные между столбиками. Вяжем 3 воздушные в самом конце для того, чтобы закончить этот ряд. Прикрепляемся под первую арку с соединительным столбиком. Ряд закончен. Арки у нас готовы. Дальше мы будем вязать воздушные: 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на вязание пышных столбиков. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами лежала пряжа в свободном состоянии, чтобы вы нить не натягивали. Накид на крючок, заходим под арку, вытягиваем 1 раз, накид на крючок, вытягиваем рабочую нить 2 раз, накид, вытягиваем 3 раз, накид, вытягиваем 4 раз, накид 5 раз,
накид 6 раз, накид 7 раз. Всю эту намотку мы легко провязываем одним махом и сверху воздушная. После чего вяжем 2 воздушные, накид на крючок и заходим в следующую арку. И делаем то же самое 8 раз. 8 раз, потому что мы в первой арке делали 5, вязали 5 воздушных, которые тоже вошли в этот счет пышного столбика. Всего 8 накидов и 8 раз мы доставали рабочую нить. И между ними 2 воздушные. И таким способом вяжем до самого конца ряда. Заканчиваем этот ряд просто 2 воздушные и прикрепимся в вершинке пышного столбика. Вот сюда доходим. Ряд у нас как бы получается куполом. Поднимается вязание наверх, как бы образовался второй этаж. Вот такой высокий. От поверхности он поднимается высоко. А остальные лепестки, остальные ряды уже будут более плоскими. Следующий ряд очень простой, легкий. Мы вяжем 1 петлю подъема воздушную и еще 7 воздушных для того, чтобы вязать между пышными столбиками. Тут можно было бы мне сразу передвинуться на середину, но я уже буду продолжать так. Итак, 1 петля подъема плюс 7 воздушных, получилось в общем итоге 8. Прикрепляемся в следующей арке столбиком без накида. Опять вяжем 7 воздушных. Тут уже мы не вяжем петлю подъема, поэтому только 7. Опять под арочку заходим и вяжем столбик без накида. И таким способом двигаемся весь ряд. Прикрепляемся. Смотрите, чтобы вязание не стягивалось. Может быть, вам больше надо петель, а может быть и меньше. Мне подошло именно 7 между пышными столбиками, чтобы вязание не стягивалось. И теперь этот ряд надо закончить. 7 воздушных, и прикрепляться я буду в первой воздушной петле. Это маленькая петля подъема, которую я вязала в самом начале этого ряда. Захожу туда и вяжу соединительный столбик. После чего переходим на вязание лепестков. Лепестки у нас будут обвязаны с 2 сторон цепочками. Перейдем сразу под эту арку с соединительным столбиком и вяжем воздушные. Перед каждым лепестком будет цепочка из воздушных петель. 4, 5, 6, 7 воздушных петель в начале каждого лепестка. Потом 3 накида на крючок, заходим под арку и вяжем столбик с 3 накидами. Незаконченный. 1. На крючке 2 петли. Еще 3 накида, заходим под арку и вяжем столбик с 3 накидами. Незаконченный. Еще раз. На крючке 3 петли. 1, 2, 3 накид, опять под арочку заходим, вяжем столбик с 3 накидами. 4 петли на крючке. 1 накид, 2, 3, заходим под арку и вяжем еще 1 столбик с 3 накидами.
И обращаем внимание, сколько у нас петель остается на крючке. Сейчас их 5, а должно быть 6. Поэтому еще 3 накида на крючок, заходим под арку и провязываем столбик с 3 накидами. Теперь у нас 6 петель на крючке, и мы все провязываем одним махом. И закрепляем воздушной. И теперь с обратной стороны этого лепестка мы провязываем цепочку из 7 воздушных. Точно такую же, какую вязали в начале лепестка. Прикрепляемся в первой арке с соединительным столбиком. Вяжем 1 воздушную и переходим на второй лепесток с соединительным столбиком. Прикрепились. И повторяем все то же самое. 7 воздушных цепочка. Потом 3 накида на крючок. Заходим под арку и вяжем все накиды по очереди. Столбик не довязанный, остается на крючке. 3 накида на крючок под арку. Еще 1 столбик с 3 накидами. На крючке уже 3 петли. 3 накида на крючок под арку. Столбик с 3 накидами. И у нас на крючке уже 4 петли. То же самое делаем еще и еще 5 петель. И последний раз вяжем столбик с 3 накидами, чтобы на крючке у нас оказалось 6 петель. 6 петель мы провязываем все вместе, все сразу. Провязали, сверху воздушная и заканчиваем цепочкой из 7 воздушных. 7 воздушных. Прикрепляемся ко второй арочке с другой стороны лепестка. Потом воздушная и переходим на третий лепесток. И так вяжем все наши лепестки до конца. Ряд заканчиваем. 7 воздушных, прикрепляемся в последнем лепестке с соединительным столбиком, а заканчиваем ряд полностью после того, как связали 1 воздушную между лепестками. Вот здесь. Заходим и вяжем соединительный столбик. И теперь у нас остался самый последний ряд. Вот эти цепочки мы будем обвязывать с одного бока и с другого. Заходим под цепочку и вяжем столбик без накида. Из столбиков мы вяжем столько, сколько у нас уместится под эту цепочку, под арку. Мне достаточно будет 8, чтобы не переборщить, ну и чтобы не было свободного места. 8 столбиков без накида. Теперь я нахожу пучок, который образовался, когда мы провязали незаконченные столбики с 3 накидами. Вот он. Захожу сюда и прикрепляю столбиком без накида. Теперь я буду вязать пико. 5 воздушных, после чего я возвращаюсь вниз и прикрепляюсь за 2 петельки, как мы обычно вяжем пико. Теперь новая цепочка с другой стороны, и под нее я точно так же, как и в первой, провязываю 8 столбиков без накида. 8 столбиков без накида я провязываю с другой стороны лепестка. Потом
я буду прикрепляться соединительным столбиком между лепестками и переходить после этого соединительный столбик, переходить под цепочку другого лепестка столбиками без накида. Вот, я довязала последний лепесток и ряд заканчиваю. Захожу в первый, так, обрезаю нить. Заходить буду уже, когда вытяну нить, повернусь наизнанку, цветок поворачиваю наизнанку, захожу крючком вот в это место, вот где соединение между лепестками первое, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее на изнаночную сторону. Тут для надежности еще раз протянуть этот хвостик. И после того, как мы его протянули, теперь можно прятать. Вот в этом месте прятать будет лучше всего.